День 1670. Алекс на связи. Умный дом может использоваться, конечно, не только в квартире или там в доме, а также и на даче. Фактически на даче даже, наверное, и больше возможностей, потому что там можно управлять разными устройствами и выполнять разные функции по управлению. В принципе, управлять и автоматизировать можно и отопление, если там используется газ, это одни возможности. Если газ не используется, а только электрическое отопление, то это другие возможности. Также и там управление теплыми полами можно делать более интеллектуальным. При этом, конечно, там можно всегда отслеживать наличие людей или животных в доме. Если уехал, то можно в принципе там настроить так, что просто будет поддерживаться определенная температура в комнатах. Если там кто-то в комнате какой-то не находится или не живет, то там можно делать и попрохладнее. Но также можно еще и поддерживать разную температуру. Если, например, становится холодно, чтобы там не было обледенения, то можно, соответственно, там тоже минимальную температуру поддерживать автоматически. Но немногие какие-то там неумные устройства это позволяют сделать. А с помощью системы умного дома, конечно, можно будет там любую температуру поддерживать, просто там, включая или выключая определенное устройство. Например, там какой-нибудь обогреватель можно включить, и он там нагреет, например, комнату до 4 или 5 градусов, и дальше снова выключить. Если есть риск, что где-то что-то может замерзнуть, то можно и повыше температуру установить целевую. Но и также можно еще и от защиты от обледенения, например, крыльца или каких-то труб, тоже фактически на основании разных данных, например, температуры на улице или какого-то определенного времени, ночь, например, то тоже можно включать или выключать этот обогрев. Или, например, если зима, то можно использовать эти функции. Если лето, то, конечно, их можно выключить, и они будут постоянно в выключенном режиме. То есть тоже очень много возможностей, связанных с тем, что можно получать информацию не только с каких-то датчиков, которые в самом доме находятся, например, датчиков температуры или влажности, а еще и с интернета подгружать какой-то прогноз и на основании этого прогноза делать тоже какие-то управляющие действия по отоплению. Большие возможности и по освещению, то есть это не только внутри дома можно включать свет по движению, по наличию людей, в зависимости от времени суток, яркость определенно устанавливать или ночью какой-то дежурный свет только оставлять. Допустим, можно еще также и делать разную подсветку разных лестниц или каких-то помещений. Допустим, зашел туда, и только свет включается, по датчику движения вышел, он выключается. Можно делать по датчику присутствия очень много действий. Если находится человек в комнате, то включать. Ну и даже, в принципе, на улице тоже можно делать разные сценарии. Допустим, включать ночью какой-то свет, или есть обнаружено движение на участке, то тоже можно свет включить и не везде, а только в определенном месте, а можно и везде включить. Ну и также разные еще в разных, допустим, строениях тоже можно управлять этим светом удаленно, то есть очень удобно, если свет забыл где-то выключить, то можно будет просто, во-первых, это увидеть, что свет включен, во-вторых, просто выключить или написать сценарий, что если движение, допустим, в каком-то гараже или бане его нету, то, соответственно, и свет тоже выключить, чтобы он не горел зря. С точки зрения охраны тоже очень много возможностей, поскольку датчиков много используется, то есть это и датчики открытия дверей, окон, есть датчики движения, есть датчики присутствия, то есть, в принципе,
может разными способами определять какие-то нежелательные движения, и после этого, если связь есть, то, конечно, там можно куда-то информировать, там, или себе там отправлять, допустим, в Telegram бот, или там приложение умного дома. Ну, если связи нет, то, в принципе, тоже тогда понятно, что что-то происходит, и можно там оперативно среагировать, там попросить кого-то проверить или самому съездить, проверить. То есть это тоже большие возможности дает. Ну и датчики, они, конечно, есть разные. То есть датчики присутствия можно поставить даже там за стеной. И, в принципе, они и будут в комфорте находиться, то есть их не будет заливать там дождем. Но при этом они все равно будут хорошо определять движение или там наличие людей. Датчики движения, если это инфракрасные, то, конечно, они там попроще, но фактически тоже всегда можно найти место, где установить такой датчик, который будет определять движение. Есть и там датчики на батарейках, можно и купить, и, допустим, или сделать там на Arduino датчик движения подключить, и там, в принципе, вывести только самый дешевый компонент, а всю электронику, конечно, там внутри помещения держать. То есть это тоже можно, в принципе, легко сделать и дает большие возможности. Ну и также, конечно, там можно и разные видеокамеры подключить. И причем, если это использовать какой-то регистратор, допустим, то он не всегда может интегрироваться с умным домом, но если, в принципе, использовать на базе там, самодельных каких-то решений, там, open source, сделать на, там, допустим, микрокомпьютере, там, Raspberry или Orange, сделать там, систему видеорегистрации, то тоже, во-первых, и сейчас и камеры есть, там разные веб-камеры, которые и на облако сразу могут отправлять информацию, и по FTP куда-нибудь заливать на какой-то сервер информацию, то есть не обязательно, что она там локально только хранится. Ну и даже если и без этого, в принципе, они могут записывать там на SD-карты, либо в этом микрокомпьютере можно хранить тоже информацию, там записывать на какой-нибудь диск и потом иметь доступ к этому диску для того, чтобы просмотреть. Ну, конечно, там нужно обеспечить безопасность этих данных, если их куда-то в облако оперативно не отправлять. Но по большому счету всегда можно найти место, где этот сервер и эти данные разместить. Ну, конечно, там нужно обеспечивать и резервное питание, но таких небольших устройств там, обеспечить питанием, в принципе, несложно. Есть разные бесперебойники, есть даже на Raspberry там отдельные модули, которые просто там устанавливаются сверху, и, в принципе, к нему подключается микрокомпьютер этот, и он питается от там, 2 батареек, 2 аккумуляторов довольно продолжительное время, потому что у него потребление низкой электроэнергии, и он, конечно, сможет долго проработать. Можно еще и контролировать разный расход ресурсов, там электроэнергии или воды, или какие-то другие, например, газ, если используется. То есть, фактически, конечно, там в умном доме можно это отслеживать в едином месте. Например, не обязательно там использовать разные приложения отдельные. То есть, можно все это свести, допустим, в единый дашборд и там сразу оперативно видеть. Либо там на планшете показывать, либо просто через приложение там на телефоне смотреть, какой расход, там отслеживать этот расход, если там, например, воды много используется, а там в скважине или там в колодце ограничено, то или там в резервуаре каком-то, то, конечно, можно тоже этим управлять и там, не допускать какого-то перерасхода. В целом для управления еще используют очень много разных интересных вещей. То есть это можно и там, если есть ворота, то ими управлять, там открытием и закрытием, там автоматически открывать, или там, когда машина подъезжает, там определяется номер этой машины. Ну или там использовать какой-то пульт или какой-то датчик, который будет видеть систему умного дома и на него реагировать. Есть возможности там организовать разные умные системы полива, там в теплицах, например, или грядок.
Это тоже, в принципе, очень удобно, и там в зависимости от разных условий, там либо измерять там влажность почвы, есть разные такие датчики, которые это могут измерить, либо просто там отслеживать разные осадки, это есть автономные датчики такие, позволяющие это отслеживать, ну, либо просто там через интернет получать текущую погоду, и там можно увидеть даже там содержание осадков, ну, объем этих осадков, и на основании этого уже там решать, там нужно поливать много, мало, там еще как-то там настроить сценарий. То есть это тоже дает большие возможности, чем просто вручную там включать или выключать, или какие-то использовать обычные инструменты по управлению, например, там по времени, по таймеру включать или выключать этот полив. Это тоже иногда там будет давать разную там пользу, приносить от того, что более разумно, например, тратится вода, например. Но, наверное, качество воздуха на даче нет большого смысла отслеживать. В общем-то, для этого дачи и покупаются. Но если, например, есть какая-то баня, то, конечно, там, например, тоже можно установить этот датчик и отслеживать, чтобы там не было там плохого качества воздуха, там, и это тоже иногда будет полезно, и можно будет там оповещать своевременно или какие-то действия, там, вентиляцию включать. Это тоже будет можно будет организовать в таком умном доме.